Наша жизнь подчиняется главному вселенскому закону – закону притяжения. Он прост и логичен. Человек притягивает к себе то, о чем думает. Наши мысли – это сигналы, которые мы постоянно посылаем во Вселенную. Она же реагирует на каждый из них, то есть выполняет все наши запросы. Но, увы, делает это буквально. И когда у нас появляются мысли о вещах, которых мы боимся и хотим избежать, о болезнях, бедности, изменах, разочарованиях, то в результате мы их же и получаем. Нельзя мечтать о счастье и вместе с этим думать, жизнь не удалась, нет ни денег, ни здоровья, ни любви. Вселенная реагирует на подобную установку с услужливостью джинна из волшебной лампы. «Что ж», – отвечает она, – «как прикажешь, у тебя действительно ничего этого нет и не будет». Негативный посыл возвращается двойным негативом. А ведь магнетическая энергия наших мыслей способна сделать счастливым каждого из нас. Закон номер 1. Наполненный любовью человек привлекает к себе любовь других людей. Это один из главных постулатов закона притяжения. Подобное притягивает подобное. Все люди, события, вещи в нашей жизни вовсе не случайны. Мы сами окружаем себя ими вольно или невольно. Необходимо заставлять себя думать только о хорошем и видеть красоту в окружающих ее людях и предметах. К сожалению, часто именно детские комплексы формируют позицию несчастного и нелюбимого человека. Специалисты называют это сознанием жертвы. Человеку кажется, что он ищет выход, а на деле происходит следующее. Постоянные разговоры о несчастной любви погружают его в маленький закрытый мир бесконечных обид. В замкнутый круг, из которого очень сложно выбраться. Жертва просто перестает замечать позитивные моменты жизни, и чем больше страдает, тем чаще совершает ошибки. Ждать счастья в таком состоянии по меньшей мере наивно. Как изменить сложившуюся ситуацию? Во-первых, осознать, что любовь не может прийти извне, насильно пробиться к человеку. Готовность любить и быть любимой должна сначала родиться в душе, заполнить собой все уголки сознания. Помните, никто и ничего не сможет сделать за нас. Мы и только мы сами создаем собственную реальность. Счастливые люди получают удовольствие по самому незначительному поводу. 3 главных никогда. Первое. Никогда не таите старых обид, отпускайте их. Обиды на подсознательном уровне блокируют возможности для позитивных перемен в жизни. Второе. Никогда не говорите себе «у меня ничего не получится». Вера в успех – ваш главный залог самого успеха. И третье. Никогда не превращайте поиск любви в самоцель. Настоящее чувство приходит естественно и гармонично. Закон номер 2. Счастливый человек живет намного дольше и реже болеет. Все болезни от нервов. Слышали такую фразу? Наше физическое здоровье – это зеркальное отражение здоровья душевного. И речь вовсе не идет о психических расстройствах. Оказывается, волнение, страх, горе и прочие отрицательные эмоции разрушают наш организм на клеточном уровне, рождая в нем неизлечимые болезни. Психологи, вплотную изучающие эту проблему, утверждают, люди умирают от негативных мыслей. Сегодня ученые доказали, все процессы в организме находятся под контролем центральной нервной системы, которая создает сценарий возрастных изменений. В нем отражаются наши представления о жизни, традиции и ожидания. Например, если человек уверен в том, что после 40 лет наступает пора увядания, несущая с собой череду болезней, то так оно и произойдет. Миновав 40-летний рубеж, он начнет активно стареть, болеть и увядать. В то время как его ровесник не утратит здоровья, энергии и радости бытия до глубокой старости, лишь потому, что будет верить, человек способен наслаждаться жизнью в любом возрасте. Вообще вера творит чудеса, помогает справляться с неизлечимыми болезнями, поднимает людей с инвалидных колясок. Ощущение душевной гармонии и счастья исцеляет человека лучше любых самых действенных препаратов. Лекари войска Александра Македонского поражались удивительному факту. Воины проигравшей армии умирали от тех ранений, с которыми солдаты-триумфаторы справлялись очень быстро. Многим позже доктор Наполеона Бонапарта сформулировал эту мысль так:
Раны победителей зарастают быстрее. Иными словами, успех любого лечения зависит от жажды жизни. В нашем организме все изначально задумано таким образом, что он способен сам себя исцелять. Правильные мысли и сила духа – это главное условие. 3 главных никогда закона номер 2. Первое. Никогда не жалуйтесь на болезни, разве только врачу. Человек, который постоянно сетует на недуги, подробно рассказывает о них окружающим, бессознательно подрывает собственное здоровье. Второе. Никогда не ставьте самому себе диагноз. Когда вы говорите «наверное, у меня такая-то болезнь», то программируйте ее, и вскоре ваши опасения могут сбыться. И третье. Никогда не вступайте в спор с агрессивно настроенными людьми. Не примыкайте к движениям против чего-либо. Негативный посыл разрушает наш организм, а здоровье начинается с внутреннего спокойствия и позитивного отношения к жизни. Закон 3. Не деньги приносят счастье, а счастье – деньги. Мы даже не подозреваем, насколько заблуждаемся, когда говорим «вот если бы у меня были деньги, я был бы по-настоящему счастливым». Закон притяжения работает с точностью да наоборот. Богатство, успех и прочие блага начинаются проявляться у человека именно тогда, когда он чувствует себя по-настоящему счастливым. Иными словами, ощущение счастья способно сделать человека более продуктивным, целеустремленным, настойчивым и уверенным в себе, от чего напрямую зависит увеличение материального дохода. А вот находясь в упадке духа, разбогатеть просто невозможно. Поэтому для начала необходимо разобраться в причинах, из-за которых возникло угнетенное состояние, и лишь устранив их, начинать двигаться к богатству и благополучию. Богатство и благополучие начинается с большой мечты, открытой, яркой, без всяких сомнений и страха. Ведь мечтая, мы ничем не рискуем, а значит можем позволить себе самое невероятное. Но, к сожалению, многие люди ограничивают себя даже в этом лишь потому, что не видят, не представляют, каким образом фантазии могут стать реальностью. Специалисты успокаивают. Никто из нас не способен просчитать путь к успеху. Нужно просто верить в него. И эта вера, как магнит, сама притянет удачу. Мартин Лютер Кинг говорил: «Сделайте первый шаг и поверьте. Даже если вам не видно всего пути, просто сделайте первый шаг». 3 главных никогда закона номер 3. Первое. Никогда не говорите никогда. Навсегда исключите из своей жизни фразы «я никогда не выберусь из долгов», «я никогда не найду хорошей работы» и тому подобное. Эти фразы – мощный запрет на богатство и благополучие. Второе. Никогда не откладывайте денег на черный день, иначе вы рискуете его очень скоро дождаться. Лучше примите другую формулировку – на приятные сюрпризы. Третье. Никогда не ругайте себя за незапланированные траты и спонтанные покупки, ведь они – порция положительных эмоций, без которых процесс зарабатывания денег теряет смысл. К сожалению, в славянской культуре не принято и даже неприлично демонстрировать счастье, радоваться в то время, когда у других людей все складывается не так удачно. Да и с детства нас приучали к мысли, что счастье рождается в упорной борьбе, что его можно лишь заслужить тяжелым трудом. Так или иначе, но время борьбы за счастье ушло в прошлое, а стереотипы остались. Организацией социологов было проведено международное исследование уровня счастья. Респондентов попросили оценить собственную удовлетворенность жизнью. Счастливчиками стали жители далеко не богатых Пуэрто-Рико и Мексики. Не отставала от них и Индия. Кстати, люди, побывавшие в этой загадочной стране, с удивлением отмечают бросающийся в глаза контраст, вопиющую нищету и убогий быт в сочетании с открытыми, просветленными лицами индусов. Все эти исследования говорят лишь об одном. Материальное благосостояние вовсе не гарантия счастья. Можно быть богатым и в то же время глубоко несчастным человеком. И, как показывает практика, наоборот, радоваться жизни без видимых на то причин. Благодарю вас за подписку на канал Тайны Души. Переходите, пожалуйста, на мой канал, открывайте плейлисты, и вы увидите видео, которые помогут изменить вашу жизнь в лучшую сторону.